Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Шоколадный торт с потрясающе вкусным, похожим на шоколадное мороженое кремом приготовим сегодня. Торт «Спартак» или шоколадный медовик. Можно отнести этот рецепт к данным десертам, но это не классика. Покажу вам свою вариацию рецепта, надеюсь, вам тоже придется по вкусу. Все подробности расскажу в процессе, ничего не пропустите. 100 граммов мягкого сливочного масла выкладываем в сотейник с толстым дном. Добавляем 90 граммов меда. Мед может быть жидкий, свежий, либо уже севший, как в моем случае. У кого аллергия на натуральный мед, можете заменить искусственным. Сразу добавляем сахар в количестве 170 грамм. Ставим все это на очень маленький нагрев. Помешивая, растопим ингредиенты. Не стоит делать нагрев слишком большим, чтобы сократить время. Лучше подождите немного. Конечно, все крупинки сахара пока еще остаются, они ощутимы. До кипения не доводим. Просто следует хорошо нагреть. И в эту горячую смесь сразу высыпаем соду в количестве 8 грамм. Это чайная ложка без горки. Здесь будьте внимательны, когда будете использовать стаканы и ложки вместо граммов. Не все ложки и стаканы одинаковые. Интенсивно мешаем. И посмотрите, какая реакция получается от соды. Так реагирует горячая среда и натуральный мед. Хорошо размешали и пока убираем в сторону. Отдельно разбиваем 2 куриных яйца. Взбалтываем венчиком, чтобы смешать белки и желтки. Далее аккуратно вливаем яйца в медовую пышную массу. Здесь внимание! Сладкая среда не должна быть слишком горячей, иначе яйца свернутся. Снова буквально на минутку нагреваем смесь, интенсивно мешаем, иначе прикипит ко дну. И сахар теперь полностью растаял. Выливаем медовую основу в большую миску и сразу же в горячую просеиваем хороший какао-порошок. В пачке как раз 40 грамм, этого вполне хватит для теста. Обязательно через сито растираем все комочки. Далее перемешиваем до однородной гладкой структуры. Уже сейчас можно насладиться этим потрясающим шоколадным ароматом. Теперь обязательный момент. Основе нужно дать немного остыть. Конечно, она должна быть такой же горячей, но не обжигающей. Слишком горячая смесь возьмет больше муки. Тесто получится плотнее и коржи будут не такие воздушные, а нам это совсем не нужно. Начнем добавлять муку. Но опять-таки не всю сразу. Уже много раз говорила о том, что мука может отличаться. Она может быть просто другой плотности. Ее понадобится чуть больше или чуть меньше, чем я даю по рецепту, поэтому высыпаем порциями. По мере охлаждения тесто становится более тягучим, вязким. У меня остается немного муки, но ее я уже подмешиваю руками, так удобнее. Тесто можно на этом моменте почувствовать. Кстати, муки потребовалось 350 грамм. Посмотрите на структуру теста внимательнее. Вот такое оно должно быть. Еще теплое, но уже не горячее. Пластичное, эластичное, приятное в работе. Конечно, оно еще может слегка приставать к рукам и к столу. Но добавлять больше муки не советую, если вы достигли такой структуры. Просто заворачиваем тесто и оставляем на час в холодильнике. И пока начнем готовить крем. Тесто по весу вышло на 810 грамм. 500 мл молока нужно нагреть до теплого состояния. Пока оно будет нагреваться, разбиваю в миску 2 куриных яйца. Добавляем по вкусу сахар, я беру 120 грамм. Взбиваем слегка венчиком.
Теперь можно высыпать 60 граммов муки, перемешиваем до гладкой структуры. Вместо муки можно, конечно же, использовать крахмал в количестве 40 грамм, по вашему желанию. Молоко разогрето, вливаем его в яичную массу, перемешивая сразу интенсивно. Выливаем все это снова в тот же сотейник, если позволяет объем. Я же беру кастрюлю побольше. Ставим заварную часть крема на очень маленький нагрев. Помешивая, начнем загущать при постепенном нагревании. Не советую делать нагрев и здесь больше, иначе крем может пригореть, и обязательно мешайте интенсивно по мере нагревания. На весь процесс уходит около 11-12 минут. И вот когда заварная часть крема начнет закипать, кипение будет не интенсивное, не увеличивая и не уменьшая нагрев, продержим на плите крем еще пару минут. Не забывая также часто мешать. Снимаем с плиты, переливаем в холодную миску. Кстати, если не получилось сделать заварной крем без комков, часть крема могла пригореть, то на этом этапе следует пропустить через сито. Даем заварной основе немного снизить температуру и можно добавлять шоколад. Это темный шоколад 82%. Понадобится 100 грамм. Добавляем порциями, хорошо размешивая. От горячего крема шоколад будет таять, придавая аромат и насыщенный цвет заварной основе. По желанию вы можете такой крем сделать без шоколада, просто добавив ванильный сахар. Позже шоколад тоже стабилизируется, придавая более густую консистенцию заварной основе. Главное не добавлять его в очень горячую основу. Не спешите. Накрываем крем пленкой в контакт, оставляем так до полного остывания. Это еще не все ингредиенты, которые пойдут в крем. К крему мы вернемся чуть позже. Начнем сейчас выпекать коржи для шоколадного торта. Прошел ровно час. Тесто заметно изменилось. Оно стало плотнее и при этом стало меньше липнуть. Сформируем из него жгут, который в свою очередь разделим на 12 одинаковых частей. Если торт, конечно, у вас будет тоже 18 см в диаметре. Если планируете сделать торт ниже и большего диаметра, то делите тесто на 8-10 частей. Кусочки теста собираем в ровные круги, чтобы не было проблем с ровной раскаткой в последующем. Все кусочки убираем в холодильник и, доставая только по одному, начнем раскатывать. Подсыпаем муку, чтобы было проще. Раскатываем тесто сразу на пергаменте. Используйте тот пергамент, который уже смазан, то есть силиконизирован. Не бойтесь раскатывать тесто тонко. Муку тоже подсыпайте по мере необходимости. Диаметр торта будет 18 см, как я сказала ранее. Сам диаметр можно отмерять крышкой, взяв за шаблон, либо тарелкой. В общем, то, что есть под рукой. Обязательно прокалываем вилкой густо, чтобы не было вздувания при выпечке. Отправляем в горячую духовку на обратной стороне противня. Температура выпечки 180 градусов. Время выпечки первого коржа будет всегда больше, так как вместе с коржом еще нагревается противень, он же холодный. Ждем 4-5 минут. И за это время еще на одном листе пергамента также тонко раскатываем следующий кусочек шоколадного теста, который достаем из холодильника. Первый корж готов за 5 минут. Смотрите, как удобно его снимать с обратной стороны противня. И сразу же на этот горячий противень помещаем подготовленный следующий корж. На его выпечку и на последующие коржи понадобится уже меньше времени, где-то 3-4 минуты. Первый горячий корж обрезаем сразу под заготовку.
Обрезки собираем отдельно, а сам корж снимаем и перемещаем на решетку, пусть остывает. Только после полного остывания можно коржи для медового шоколадного торта сложить стопкой. Пергамент очистим от остатков теста и на нем же раскатываем уже третий кусочек заготовки. Таким образом нам понадобится всего 2 листа пергамента для всех коржей. Обрезать тесто можно до начала выпечки, а обрезки использовать для следующих коржей, если вдруг не захотите торт засыпать крошкой, а будете использовать какой-то отдельный крем для оформления. И что касается диаметра, то меньше 18 сантиметров не советуют делать, иначе торт получится высоким и, как на мой взгляд, его будет неудобно есть. Посмотрите, как мягкие коржи после остывания становятся стабильными, не гнутся уже так свободно. Учтите это и не пересушивайте тесто в духовке, так как горячие они будут мягкие и при остывании они становятся плотнее. Когда все коржи для торта готовы, можно доделывать крем. Смотрите, как стабилизировалась его заварная часть с шоколадом. Взбиваем остывший крем, чтобы придать ему больше легкости, и перемешать для одинаковой температуры в середине и по краям. Еще отдельно взбиваем сливочное масло, мягкое, комнатной температуры в количестве 180 грамм. Взбиваем масло до побеления, это сразу станет заметно, становится оно более легким и воздушным. Взбитое масло добавляем частями, перемешивая крем недолго, с помощью миксера на малых оборотах. И, конечно же, выбирайте масло качественное. От него зависит вкус самого крема, но жирность может быть любая. В моем случае 73%. Температура самого масла должна совпадать с температурой заварной основы. К примеру, масло сливочное у меня нагрелось до 22,5 градусов, а заварная часть остыла до 24 градусов. Если нет термометра, то попробуйте определить на ощупь. Температура должна быть почти одинаковой. Крем готов. Посмотрите, какой он красивый по цвету. На вкус, как слегка подтаявшее шоколадное мороженое. Можно собирать торт. Немного крема для фиксации первого коржа. Также вставляем под него полоски пергамента, чтобы не запачкать подложку или блюдо, на котором будем подавать этот торт. Разравниваем так, чтобы края не были ниже, чем середина. Следующий корж не придавливаем, чтобы не выдавить крем. Отмеряем нужное количество крема, в моем случае вышло по 73 грамма на корж, это около 2 столовых ложек. Весь крем я разделила на 13 частей, 11 частей будет использоваться для прослойки коржей, а 12 и 13 часть пойдет наверх и бока торта. Конечно же, будут остатки крема, которые мы оставим на оформление. Кстати, если крем от масла будет жиже, то немного его охладите, чтобы он точно не тек, но вдруг такое может случиться. Советую зафиксировать торт в кольцо, чтобы он вдруг не съехал, или верхние коржи не выдавили своей тяжестью крем из нижних слоев. Так надежнее и спокойнее будет. Торт нужно будет немного охладить, чтобы стабилизировался сам крем. И потом уже переходите к следующему этапу. Я, конечно, фиксировать не буду. Сразу остатками крема выравниваю бока и верх торта. Измельчаем обрезки в мелкую крошку. Можно использовать не измельчитель, а, к примеру, пакет и скалку. Складывайте обрезки в пакет и раскатывайте скалкой. Получаете такую же мелкую крошку. Присыпаем этой крошкой бока торта, слегка заходя наверх. И вот почти уже все готово. Убираем пергамент, и подложка чистая. Ставим торт в холодильник. Крем должен остыть, сам торт тоже должен остыть перед тем, как будем наносить глазурь, которая делается очень просто. 50 граммов шоколада, беру точно такой же темный, как и для крема. Растопим импульсами по 10 секунд в микроволновке, либо используя водяную баню. Холодную верхушку торта заливаем этой шоколадной глазурью.
даем ей растечься ровно. Убираем в холодильник еще на 20-30 минут, чтобы глазурь застыла. И в завершении украшаем, скрасив не очень ровные края остатками крема. И смотрите, как получается нежно и красиво. Торт ставим в холодильник до полной пропитки, минимум на 8 часов. Режется торт легко. Взгляните, какой он симпатичный, хоть и очень простой в оформлении. И самое главное, вы сможете точно все это повторить. Пахнет шоколадом. Выраженного медового запаха не ощущается. Структура коржей и крема полностью совпадают. Глазурь мягкая, не прилипает к ножу. Видны воздушные шоколадные коржи и равномерные слои крема. Торт хорошо пропитался, коржи получились нежные, мягкие, при этом не мокрые. Торт словно растворяется во рту, образуя единую композицию. Очень вкусно. Да вы и сами все видите. Что касается веса этого торта, выходит он на 1 кг 600 грамм. А вам понравился такой торт? Напишите. Обязательно ставьте нравится, делитесь этим видео прямо сейчас с друзьями. Это лучшая благодарность от вас. Удачной выпечки, пока!